В прошлом году я снимала видео по обрезке почвопокровной розы. Это розочка Ферри. Я ее очень сильно обрезала. Делала ей омолаживающую обрезку, потому что, смотрите, на этот год повторяется все то же самое. Гляньте, какая середина куста. Она вся заросла. Очень активно дает побеги. Куст, по-моему, вообще не меньше, чем был. Также я показывала ее цветение. В этом году я не буду убирать ей высоту, не буду так ее кардинально стричь. Перезимовала она тоже хорошо, я на ней оставила листья на зиму. Как видите, они все обсыпались. Уже, смотрите, какие новые листики под укрытием дала. Буду сейчас все в серединке убирать. Я уже тут сгребла основную массу. 2 ведра листьев сухих собрала с нее. Сейчас серединку почищу, покажу вам обрезку этой розы. Обрезки такой. Резать обязательно надо, потому что если я не удалю лишние побеги, у меня раза в 3 куст летом будет толще. То есть он еще мне понадает побеги от прививки, у меня тут будут такие дебри непролазные. За такими кустами очень сложно следить, их обрабатывать. Поэтому я такие кусты не люблю. Я люблю, чтобы серединка проветривалась, поэтому будем убирать все лишнее. Вот он побег. Это 2-летний побег. Вот он так вырос. Вот он, видите, он вот такой вот толстый. От него отходят побеги 2-го порядка. Уже идут побеги 3-го порядка. Мы их все сохраняем. Вот видите, веточки, они на всю их длину. Вот прищипываем только вот здесь кончики, подрезаем. И все. Даже не смотрим, наружная почка или нет. Здесь это не важно. Подрезаю. Вот эта вот веточка цвела. Я ее не удалила летом. Вот так просто обновляю все. Срезаю все засохшее. Также вот идет следующая веточка 2-го порядка. Вот она. Здесь все то же самое. Смотрите, вот плохо перезимовали кончики. Я их сейчас вот так вот. Это, видите, здесь нет почек, здесь были цветки. Я их просто не удалила осенью. Она у меня цвела до морозов. Вообще хороший очень сорт. В плане того, что малоуходный. И не требует никаких специальных знаний. Для новичков самое то. Вот так вот подрезаю вот эти торчащие веточки. Получилось срезать, но ничего страшного. Смотрите, вот такую вот ветку я ее удалю. Она, во-первых, слишком низко. Вот она. Ну, во-вторых, мне она не нравится, она такая корявая. У розы достаточно большое количество красивых базальных побегов, которые я оставлю. Поэтому вот эту веточку нижнюю я удаляю. Она у меня. Вот она. Удаляю все под основание. Стараюсь, по крайней мере, подлезть. Также вот эти вот тонкие ветки загущающие. И то, что идет вот это вот в середину куста, я все это тоже уберу. Даже если красивая какая-то ветка идет в середину куста, здесь нужно смотреть. Можно ее тоже убрать, несмотря на то, что она толстая, хорошая. Обрезать, по крайней мере, на наружную почку. Так, эта веточка почему-то тут засохла. А я ее тоже вот так вот обрежу. Вот эта веточка, смотрите, идет. Вот она в середину. Вот эта тоненькая тоже в середину она нам мешает. Сейчас я все вот это уберу. Веток роза дала. Она на них тоже будет тратить летом силы. Возможно, они даже будут цвести, но не так хорошо, как основные эти толстые ветки. Поэтому от мелочи мы избавляемся. Даже вот такая вот ветка, она вроде бы как не сильно мелкая, да, но мы все равно ее обрежем, потому что она в центр куста загущает. Вот эти ветки будем уже смотреть, какие лучше оставить. Здесь поломанные. Обязательно удаляем. Или даже вообще вот эту нужно полностью удалить.
Вот тонкая ветка. В общем, я не буду показывать всю свою работу, потому что куст большой, буду делать долго. Покажу вам конечный результат. Веточка старая. Иногда такие ветки где-то раз в 3-4 года я удаляю на кольцо. Объясняю это тем, что, опять же таки, очень хорошая побегообразовательная способность у сорта. И вот такие вот ветки, они уже с годами, на 4-й год, на 5-й, они становятся не такие продуктивные. Роза на них тратит силы. Вот видите, она такая корявая, эта ветка. Сейчас я ее удалю, покажу вам. Вот такая вот большая. Посмотрите, сколько она побегов дала. То есть этой ветке уже года 3 как минимум. Она уже давала вот такие вот мелкие побеги, которые потом не будут цвести, они будут загущать куст. Потом смотрите, еще у нее болезни разные. Вот трещина коры хорошо видно. Вот трещина коры. То есть, ну, такие вот старые ветки. Конечно, на ней было бы цветение, но все равно их потом со временем нужно удалять. Это сама ветка толстая, да? Вот. А вот эти вот побеги второго порядка, они очень тоненькие. На них будет цветение, но не обильно. Они тоненькие, коротенькие. И тоже, как бы, от таких веточек нужно избавляться. Видите, у нее даже длина не соответствует. Вот это тоже под удаление. Вот он, куст после обрезки. Примерно как-то так он сейчас выглядит. Но он немножечко кособокий. Вчера он был пригнут еще под укрытием. Немного помялся. Я думаю, сейчас он встанет, будет попышнее, посимпатичнее. Так вот он выглядит. Немножко я обрезала в середине. Тонкие веточки все убрала. Вот как-то так. Высота этого кустика приблизительно 70 или 80 сантиметров. Я внизу под видео оставлю ссылочку на обрезку прошлого года, когда я кардинально его обрезала. Цветение покажу летом.